Когда ChatGPT появился на рынке, многие обвинили этот тул, то, что он создает плохой контент, и Google за это наказывает. Даже появились такие теории, что Google начал наказывать AI-контент. На самом-то деле ситуация абсолютно другая. К примеру, мы начали продвигать свои проекты еще в 2008 году, и до 2011 года это практически был рай для слабых копирайтеров, тех, кто не умели создавать качественный контент, включая меня, потому что на том этапе у меня был очень маленький опыт в создании классного контента, и практически мало писал, был какой-то школьный базовый уровень. Но тогда и не надо было, потому что можно было написать какой-то слабый контент, блог, статья или про продукт, неважно. Google ранжировал, все было классно, получали огромный трафик, результаты. И основная причина, что конкуренция была низкая. Многие компании продолжали продвигаться в желтых страницах или какие-то каталоги, игнорировали при этом поисковую систему, которая только набирала такие очень серьезные и большие обороты. Поэтому мы тогда создавали контент для ранжирования. Но в 2011 году все поменялось, вышел первый алгоритм Panda, и этот алгоритм постоянно только улучшался, появлялись новые алгоритмы. В 2019 году вообще стало тяжело, потому что появился первый алгоритм EEAT, это Experience Expert Authority Trust, который как раз именно проверял качество контента и смотрел, кто его создавал, эксперт, есть ли у него опыт в написании такого контента, поэтому многое поменялось, и с тех пор именно качество играет важнейшую роль, и без него нельзя получить результаты. ChatGPT появился относительно недавно, пару лет назад, и первая его версия, которая так прям потрясла мир, она не могла создавать такие качественные контенты. Многие копирайтеры сразу раскритиковали, сразу сказали, это плохой тул, и действительно Google наказывал за этот контент. Но новые версии появлялись, сначала версия 4.0, сейчас уже 4.5, есть множество других версий, появились новые тулы, Cloud, Perplexity, Gemini, уже DeepSeek китайский появился, то есть в принципе у кастомеров есть огромный выбор, и качество как раз именно с помощью новых версий, новых моделей можно получить. Поэтому смотри это видео до конца, и я тебе расскажу, как сегодня получать классный трафик, если ты создаешь контент с помощью искусственного интеллекта, особенно в западном сегменте. То есть если ты хочешь зарабатывать в Штатах, в Канаде, Великобритании, Австралии и множество других развитых странах, англоговорящих странах, это видео именно для тебя. Но оно также работает и практически в любой другой стране, потому что там уровень конкуренции высокий, там действительно тяжелее создавать контент, и Google первоочередно именно обращает внимание на англоязычный рынок, когда выпускает новые апдейты, потом распространяет их по миру. Поэтому в этом видео я расскажу именно, как создавать качественный контент с помощью искусственного интеллекта. Давайте начнем с самого старта. Кто может создать качественный контент? Я вам скажу, к примеру, если вы меня попросите создать качественный контент про нишу, которую я не знаю, давайте возьмем, допустим, real estate, там, недвижимость, я честно не знаю. Все же я знаю, что мне надо платить за мой дом какую-то сумму в месяц, то, что у меня есть какая-то недвижимость, которую я купил и думаю, как-нибудь продать или нет. Это мои познания в недвижимости, они довольно-таки скудные, поэтому если вы меня попросите создать классный контент про недвижимость, я не смогу. Это не моя ниша. Не смогу написать классные промпты, не смогу играться с искусственным интеллектом, чтобы получить качественный контент. Первоочередно, потому что тяжело проверить результаты. Когда вы не эксперт темы, результаты практически невозможно проверить. То есть вы видите какие-то общие базовые знания, и эксперты смотрят, конечно же, на это по-другому. Тут важно, чтобы вы отличались от других и все-таки создавали качественный контент. Поэтому даже несмотря на то, что на наличие, огромное наличие тулов на искусственном интеллекте, мы продолжаем работать именно с авторами. И в основном из этого алгоритма EEAT, когда Google смотрит, кто создавал контент, как он его написал, качество контента, насколько он отличается от других. И искусственный интеллект, он часто просто рерайтит существующий контент, но автор, который умеет писать, то есть эксперт какой-то определенной ниши, который имеет writing background. То есть, к примеру, если вам надо создать какой-то контент про здоровье, и вы хотите там найти какого-то врача, который напишет контент,
того, кого вы нашли, он должен уметь писать, потому что важно два фактора. Первое, необходимо классно знать тему. Второе, иметь writing background. Без этого бэкграунда вы тоже не можете проверить качество, потому что играют роль такие параметры, как читабельность, такие параметры, как правильное добавление ключей, как логическая цепочка, как удобочтение. Допустим, если человек знает тему, но не умеет писать, он не сможет создать качественный контент, потому что здесь именно важно иметь writing background. И те, кто имеет writing background, те, кто хорошо знает тему, они могут сгенерировать классный контент с помощью искусственного интеллекта и получить высокие результаты. Поэтому мы ищем именно таких специалистов. К примеру, для трейдинга мы ищем тех, кто пишет контент для больших блогов, Forbes, Investopedia, каких-то других сайтов. Для каких-то других ниш мы смотрим именно блоги, блогеров, авторов, кто пишет на эти темы, и мы их аутричим, и с ними уже сотрудничаем. Используют они искусственный интеллект? Конечно, используют. Кто сегодня его не использует? Это неправда, что кто-то там вручную все пишет. Сейчас его используют все. Но вопрос в том, сможете вы написать правильные промпты. И второй вопрос, как вы проверите качество результатов, потому что бывает, что напишешь один промпт, после него надо еще написать десятку, поиграться с этим, видоизменить, перефразировать, запросить больше инсайтов, то есть тот, кто хорошо знает тему, он может правильно сгенерировать хороший контент, получить качество и опубликовать. К примеру, вот по диджитал маркетинг я пишу весь контент самостоятельно, мне не надо никакие авторы, потому что у меня writing background, потому что у меня маркетинг background 16 лет, я пишу постоянно, люблю эту тему, поэтому я могу тут создать качество. То же самое это относится практически к любой нише. Поэтому, если вы хотите именно получить качество, ищите специалистов, которые умеют писать. Второе, обязательно тестируйте разные тулы. То есть сегодня не только ChatGPT, есть Gemini, есть Cloud, есть Perplexity, есть DeepSeek. То есть вы можете использовать любой из этих тулов, а лучше даже все перепробовать и просто проверить, где качество лучше. Бывает, что Cloud классно напишет такой прям человеческий контент, что другие просто отдыхают. Бывает, ChatGPT может удивить, Gemini иногда классный пишет пресс-релизы. То есть вы должны тестировать. Нет того тула, который прям идеальный и лучше других. У каждого есть какие-то плюс-минусы, и вам надо найти именно тот, который будет больше подходить под вашу аудиторию, под вашу тематику. Обязательно все перепроверяйте, обязательно редактируйте каждый контент. К примеру, когда юзеры заходят на сайт, на любой сайт, они читают контент. И bounce rate, показатель отказов, он очень высокий. Как его снизить? Необходимо уметь писать. К примеру, первое, что очень важно, это написать правильный заголовок. Второе, что необходимо начинать с коротких предложений. Вот, допустим, это еще Джон Шугарман писал в своей книге, один из лучших маркетологов. И он писал, что если вы не пишете короткими предложениями, соответственно, люди могут просто уйти, потому что им становится скучно и тяжело. Это как поезд. Вот поезд, если тронулся, он может быстро остановиться. Но если он набрал обороты, ему уже сложно остановиться. Так же самый любой читатель. То есть он заходит на ваш контент, если он начинает читать, и вы со старта смогли его зацепить, соответственно, ему уже сложно покинуть ваш контент. А в начале это сделать довольно-таки легко. Поэтому основная масса юзеров, они покидают сайт буквально сразу, как только открыли. Бывает bounce rate там 50%, иногда 85%. Это очень низкие показатели. Чтобы улучшить, необходимо действительно уметь писать. И лучше всего начинать с коротких предложений. Рекомендуется, к примеру, написать первое предложение практически незавершенное, очень короткое. Второе тоже короткое. Третье тоже короткое, незавершенное. И когда читатель читает какое-то предложение, юзер, он, к примеру, не удовлетворен первым предложением, ему надо прочитать второе, третье, и вы его затягиваете, скажем так, чтобы прочитать практически все. Что сегодня необходимо делать? Необходимо использовать тулы. И у нас есть такой тул, мы его создали, unmiss.com. Я вам покажу, как он работает. Смотрите, я взял просто рандомно какой-то сайт, просканировал его. То есть, видите, он просканировал 191 страницу. И здесь вы можете раскрыть любую страницу, проверить, какой контент там есть. И вы видите параметры справа. Это оценки показателей по каждому параметру. Title, Description, Headline, Content, Keywords, Speed. И очень важный параметр Content и Headline. То есть Title, Description, они ответственные за именно кликабельность. И я вам скажу, что мы по одному проекту в американском сегменте увеличили трафик со 100 тысяч до 200 тысяч. Все, что мы сделали, мы просто
переписали метаинформацию, мы улучшили, потому что люди, они не кликают вслепую, они читают. Если вы их заинтересовали, только тогда они открывают контент, и уже в дело вступает контент. Смотрите, здесь что вам необходимо сделать, просто нажимаете на контент, и вы открываете контент-эдитор, в котором вы можете уже непосредственно работать с этим контентом. Видите, все происходит очень быстро. Здесь параметры SEO, здоровье, readability. Вы можете оценить те заголовки, которые у вас есть. Можете посмотреть ключевые слова. Ну, здесь оно что-то не показало. Обычно оно показывает. Вот, смотрите, readability, то есть оно показывает предложения там тяжело написанные, легко написанные, medium написанные. Вы можете посмотреть, как это происходит в Google. Смотрите, то есть вот этот сайт, допустим, у него конкурент, как у него заголовки. Можете посмотреть его ключевые слова, да, то есть практически есть все ключевые слова. Если вам какое-то ключевое слово нравится или там заголовок, вы можете просто вставить в свой контент. После того, как вы вставили, вы выделяете его и можете расширить, к примеру, да, то есть сгенерировать какой-то контент с помощью искусственного интеллекта, который, конечно же, обязательно редактировать, перепроверять, чтобы качество результатов было высокое. Мы максимально работаем над промптами, чтобы все было качественно, но всегда лучше повторно пересмотреть. Это занимает какое-то время, потому что все-таки необходимо сформулировать правильно этот результат. И, как мы видим, вот он сформулировал огромный текст, который вы можете просто подредактировать. Если вам не нравятся ключевые слова или заголовки конкурентов, нажимаете кнопочку AI, и оно генерирует для вас похожие ключевые слова и заголовки, чтобы не копировать конкурентов, да, и так же самое вот здесь можете скопировать и добавить свой контент. Смотрите, вот нажимаете эти параметры, добавляете свой контент и опять же генерируете. То есть очень простой тул, очень эффективный, классные параметры оценки контента, которые вы можете оценивать, но основная фишка его, конечно, это можно поделиться. То есть этим инструментом вы можете поделиться так же само, как, допустим, Google документом, да, вы когда пишете, вы там взяли, скинули Google документ. Так же само здесь копируете ссылку, отправляете там своему копирайтеру, и он прям под эти параметры красивенький, классный текст пишет и создает. Поэтому сегодня очень важно использовать правильные тулы, инструменты и получать качественные результаты. И последний момент, который я действительно хотел бы порекомендовать, это все-таки запускать тулы на искусственном интеллекте. То есть вы видите на нашем сайте, то есть если открыть наш сайт, вы увидите, что у нас очень много разных инструментов. Вот смотрите, тут можете проверить. Это все инструменты, которые мы создали практически для себя, мы их сами используем в работе и делимся с другими. То есть так же само вы можете создавать какие-то свои инструменты, это могут калькуляторы быть, конвертеры, и я вам скажу, очень много инструментов, которые устарели морально, которые не проапдейтены искусственным интеллектом, а собирают огромные трафики. То есть, если вы будете писать много блок-контента, возможно, вы не получите результаты, потому что только 7% блок-контента заходит в первый год. Где-то в топ Google. Основная масса умирает, и 97% сайтов практически вообще не имеют трафика. Но когда вы создаете инструменты на искусственном интеллекте, это залетает намного быстрее, оно дает намного больше трафика, можно монетизировать разными способами, подпиской, продавать ваш продукт, делать какой-то там призыв к действию, call to action и получать высокие результаты. Поэтому мы и создаем вот эти инструменты. Я рекомендую, если вы занимаетесь именно англоязычным сегментом, найти какие-то идеи для вас, там калькуляторы, конвертеры, все что угодно, тулы, софт, и получать высокие результаты. Если посмотреть даже какие-то вот большие проекты, такие как Ahrefs, там Neil Patel, HubSpot, у них огромные блоги, они собирают много трафика, при этом тот же Ahrefs писал, что они вроде как вкладывали в свой блог огромные деньги, и при этом они создали там парочку инструментов, намного дешевле это обошлось, но трафик они собирают намного больше, то есть блог-контент, в котором у них огромная команда писателей, там они на аутсорсе находят, редактируют, перепроверяют, заливают, оно собирает 600 тысяч трафика. Каких-то парочку инструментов собирает десятки миллионов трафиков. Это просто какая-то колоссальная разница. То же самое Neil Patel. Он говорит, что его Uber Suggest приносит 70% от всего трафика. Компания зарабатывает 100 миллионов. То есть, представляете, 70% приносит какой-то один тул. Очень просто это все проверить. Смотрите, заходите, к примеру, в Ahrefs, да, вот я вот пишу, допустим, Ahrefs, возьмите какого-то вашего конкурента, который создает тулы, и вы, если нажмете Top Pages, вы увидите
что множество страниц, именно которые ранжируются, это какие-то инструменты. Допустим, вот AI Humanizer собирает 1 200 000 трафика. Если вы сейчас откроете этот тул, вы увидите, вообще ничего специфического тут нет. Просто какая-то одна форма, SEO-текст написанный, и все, а он собирает 1 200 000 трафика. То есть, создавая вот такие простые инструменты, вы получаете огромные результаты. Ну, это все на сегодня. Спасибо за просмотр этого видео. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно спрашивайте меня в комментариях. Если необходима помощь с созданием тулов на искусственном интеллекте, с продвижением в англоязычном сегменте или просто консультация, обязательно обращайтесь к нам, ссылочки будут в описании, забронируй бесплатный звонок, мы сделаем бесплатный аудит твоего сайта, мы покажем, куда, в каком направлении идти, ты уже там дальше примешь решение, самостоятельно продвигаться, с нами продвигаться или с какими-то другими компаниями, но уже будет достаточно инсайтов, чтобы действительно выиграть в американском сегменте и получать классные результаты. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.